16 сентября 2007 года авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Want2Go Airlines выполнял внутренний рейс 269 по маршруту Бангкок-Пхукет. На борту авиалайнера находились 123 пассажира и 7 членов экипажа. В 14 часов 30 минут рейс 269 вылетел из бангкокского аэропорта. Полет до Пхукета прошел в нормальном режиме, и экипаж начал выполнять заход на посадку в Пхукете с северной стороны на взлетно-посадочную полосу 27. Пилотирование осуществлял второй пилот. Диспетчер передал информацию о погоде, в том числе о скорости ветра в 27 км в час. В 15 часов 37 минут экипаж подтвердил получение информации, после чего получил разрешение на посадку. Но эти показания были неточные, так как система предупреждения об опасных метеоусловиях в этот день была отключена из-за ремонта датчиков погоды. Шел умеренный дождь, видимость упала с 4000 до 800 метров, ветер усиливался. В 15 часов 38 минут диспетчер вновь вызвал рейс 269 и предупредил о сильном ветре 240 градусов и скорости 55 км в час. Экипаж подтвердил получение сообщения. Затем в 15 часов 39 минут, когда лайнер находился в 35 метрах над уровнем аэродрома, его скорость резко упала с 259 до 233 км в час из-за сильного порыва ветра. Поэтому второй пилот увеличил режим двигателей и потянул штурвал на себя, чем увеличил угол тангажа до 5 градусов. Скорость самолета увеличилась до 307 км в час, из-за чего автомат тяги перевел двигатели в режим малого газа. Несмотря на увеличение тангажа и мощности двигателей, авиалайнер продолжал снижаться. На высоте 15 метров сработал сигнал GPVS, предупредил пилотов о высокой скорости снижения. В 15 часов 39 минут второй пилот сказал, что надо уходить на второй круг, поэтому через секунду командир взял управление на себя и за 4 секунды увеличил угол тангажа до 12 градусов. Но так как двигатели уже работали в режиме малого газа и не создавали тягу, скорость снизилась до 225 км в час. В 15 часов 40 минут авиалайнер поднялся до высоты 80 метров, после чего вновь начал снижаться. Командир к этому моменту уже убрал шасси и уменьшил угол выпуска закрылков до 15 градусов, но забыл включить режим Toga Go Around. Также угол тангажа снизился примерно до нуля. На высоте 53 метров вновь прозвучал сигнал GPVS. Автомат тяги работал в режиме поддержания скорости, поэтому командир перевел двигатели в номинальный режим, но лайнер продолжал снижение. Пилоты попытались приподнять нос самолета, чтобы вновь набрать высоту, но в 15 часов 40 минут рейс 269 ударился о взлетную полосу 27. Ударившись о взлетно-посадочную полосу 27, лайнер затем вылетел с нее вправо и, проскользив по земле несколько метров, пробил ограждение аэропорта, врезался в деревья и загорелся. В результате катастрофы на месте погибли 89 человек. Через 12 дней от полученных ожогов умерла еще одна пассажирка. Таким образом, в катастрофе погибли 90 человек, 5 членов экипажа, командир, второй пилот и 3 стюардессы и 85 пассажиров. Расследование причин катастрофы рейса 269 проводил Тайский комитет по расследованию авиационных происшествий совместно с Американским национальным советом по безопасности на транспорте. В окончательном отчете расследования следователи пришли к заключению, что катастрофа произошла из-за следующих факторов. Экипаж не соблюдал установленные процедуры руководства полетной эксплуатации по части выполнения подхода, захода на посадку, ухода на второй круг и действиям в чрезвычайных ситуациях. Не был включен режим Toga, поэтому во время ухода на второй круг произошло падение скорости самолета, а затем и высоты. Пилоты плохо взаимодействовали между собой, поэтому нагрузка на экипаж в целом только возросла.
Вблизи аэропорта Пхукета произошла быстрая и неожиданная смена погодных условий. Пилоты находились в стрессовом состоянии из-за недостаточного отдыха. Передача управления среди пилотов произошла во время прерывания захода на посадку. Авиакомпания Want2Go Airlines также имела отношение к катастрофе. Обучение не только командира и второго пилота рейса 262, но и других пилотов были недостаточными, но авиакомпания закрывала на это глаза. Want2Go Airlines отправила поддельные отчеты о проверке пилотов, что было незаконно, и руководство авиакомпании попытались это скрыть. Деятельность авиакомпании и ее рейсы были на короткое время запрещены решением Евросоюза, но позже это решение было отменено. Смотрите также. 20 августа 2008 года около мадридского аэропорта Барахас авиалайнер McDonnell Douglas MD-82 авиакомпании Spanair, выполнявший рейс 5022 по маршруту Барселона-Мадрид, Лос-Пальмас-де-Гран-Канария, через несколько секунд после отрыва от взлетно-посадочной полосы аэропорта Мадрида рухнул на землю и полностью разрушился. Друзья, на нашем втором канале «Планета катастроф» регулярно выходят интересные видео об экологических, техногенных, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории.